Нам понадобится бисер вот такой вот, ну, я взяла молочного цвета, ну, такой как шоколад молочный, вот, и бусины вот такие вот пластмассовые у меня обычные бусинки 0,6 миллиметров. Вот, плести я буду на проволоке 0,4 диаметра, и я уже предварительно набрала для маленькой веточки значит, бисер и бусины, но так как бусины у меня с довольно-таки большим отверстием, придется заново отмерять, когда будем плести, потому что вот это расстояние должно быть одинаковое. Здесь у меня вот бусины сместились. Ну ладно, это ничего страшного, сейчас я вам покажу. То есть смотрите, вначале мы набираем, для маленькой веточки мы набираем 4 сантиметра бисера. Вот 4 сантиметра. Далее набираем бусину, снова 4 сантиметра, бусину, и так далее, пока на проволочке у вас не окажется 7 бусинок. Вот, последняя должна быть завершающая в ряду бусина. Вот, и начинаем плетение. Небольшой кусочек проволочки оставляем, и вот таким образом просто 2 оборотика, 2 раза прокручиваем бусинку. Теперь нам нужно бисер. Я заново отмеряю, так как, повторюсь, у меня у бусины большое отверстие, и бисер проваливается, и снова приходится отмерять. Вот видите, уже 4 с чем-то у меня тут. Вот, я беру 4 сантиметра, остальное убираю, и опять вокруг вот этой бусины огибаю бисером. Вот. И тоже прокручиваем. Сначала небольшое количество. Придаем форму капельки, форму лепесточка. И так прокручиваем ножку у лепестка, ну, где-то на сантиметр. Далее мы отмеряем где-то расстояние от этого лепесточка, ну, где-то 3,5 сантиметра. На этом расстоянии проводим снова бусину. Вот эта бусина. Снова мы делаем 2 оборота, 2 прокруточки, не сильно много. Также оставшийся бисер. Так, нам надо, чтобы было 4 сантиметра. Проплетаем, огибаем этот бисер проволочкой вокруг этой бусины. Несколько прокруток, 2-3 прокрутки, и снова придаем форму лепестка бусинки и делаем небольшую прокрутку, тоже где-то около сантиметра, но здесь уже не принципиально сколько, ну, чтобы вот это вот расстояние между лепесточками тоже составляло где-то около 1 сантиметра. И так мы проплетаем оставшиеся все бусины. Вот так должно получиться такой ряд петелек, лепесточков. Отрезаем проволоку от катушки, пополам мы складываем, находим центральный лепесточек. Вот эти вот лепесточки соединяем друг с другом и делаем прокрутку. Так, дальше делаем то же самое с каждой петельчикой. Выравниваем лепесточки, придаем форму веточки. Вот такая вот веточка получается. Нам понадобится при сборке на одну крупную ветку 2 таких веточки, и 1 посередине будет вот такая вот побольше. Плетется точно так же, только мы набираем 11 бусинок и также складываем пополам, 5 здесь, 5 здесь, и 1 центральную выводим. Вот. То есть вот такие вот веточки получаются.
Для цветочков, для деревца я использовала такой вот золотистый бисер пшеничного такого цвета. Бисер весь у меня китайский, 12 номера. И для сердцевинки у цветочков я выбрала вот такие вот те же самые бусины 0,6 размера. И точно такие коричневого цвета и вот такие вот жемчужного цвета. Да, еще, кстати, забыла сказать, что на все мое деревце ушло 100 грамм вот таких вот бусин. Ну, а таких тут вышло у меня штук 7, наверное, цветочков. Нанизываем на проволоку 0,4 диаметра пшеничный золотистый бисер и начинаем плетение. Отмеряем от конца, значит, мы 1 сантиметр. Так, видно, 1 сантиметр. И делаем петелечку. И делаем не больше 2 прокруток. Так, дальше эту петелечку огибаем вокруг 2 раза бисером. И прокручиваем. Тоже 2 раза, много не прокручиваем. Так, и второй раз. Дальше я отмеряю также 1 сантиметр. 1 сантиметр бисера. И как можно ближе к этой петельке, но не совсем близко, чтобы нам осталось место для прокрутки, где-то сантиметр, по полсантиметра, 0,5-0,4 миллиметра оставляйте от этой петельки и рядом прокручиваем соседнюю, тоже 2 оборота, то есть вот такое расстояние, так видно, должно получаться. И тоже также мы оборачиваем эту петельку. Вот так должно получаться. И проплетаем еще 3 таких петелечки. И дальше, и прямо здесь, продолжая, нам нужно проплести еще 3 такие же петелечки, но уже с одной огибающей. То есть, вот смотрите, также оставляйте небольшое место для прокрутки. Делаем также еще раз одну такую петельку. И уже не 2 раза, а 1 раз. И огибаем вот эту вот петельку. 1 раз всего. Вот. Вот это, и таких петелек прям тут же рядом должно получиться 3 штучки. Так получается. 1, 2, 3, 4, 5 больших. И тут же 1, 2, 3 маленьких. Все, теперь мы отрезаем хвостик небольшой оставляем, отрезаем проволочку. И теперь нам нужно взять бусинку, я возьму в данном случае вот так ту же самую коричневую бусинку и небольшой кусочек проволочки, того же можно 0,4 диаметра, ну, любой, можно сорную проволоку, какие кусочки остаются, например, я все кусочки, все у меня остается, идет в ход. То есть вот так вот продели пополам и делаем прокрутку до самого конца. И сейчас мы с вами будем собирать цветок. Так, теперь вот эту бусинку и заготовки на цветочек. Так, смотрите, только вот здесь вот, когда будете плести, на одной стороне у лепесточков видна вот здесь вот проволочка. Так, видно? Нет. А с другой стороны этой проволочки не видно. Значит, это у нас изнаночная сторона будет, а это лицевая. Лицевая сторона сейчас будет смотреть вверх. Нам надо так расположить. Вот. Теперь вокруг этой бусинки сначала мы располагаем тот кончик, где маленькие лепесточки и бусинка. Мы их между собой
скручиваем, закрепим. Надо вот их вот так вот отогнули, как бы одеть бусинку нужно. И потом уже вокруг лепестков маленьких уже огибаем большие. Ну вот такой цветочек получается. И аналогичным способом мы проплетаем несколько цветочков с белой бусинкой. И сейчас приступаем к сборке. Веточки будут состоять из одной большой и двух маленьких веточек. Я вот на примере одной сейчас вам покажу, как это сделать. Здесь я буду использовать еще цветочек, один цветочек. Ну вот такая веточка получается. У меня получилось таких веточек 15 штук. Здесь, смотрите, и сплела я всего 15 вот таких вот цветочков. Здесь вот где-то вы можете использовать по одному цветку, где-то вот как здесь 2 цветка, и даже есть такие, которые у меня состоят из 3 цветков на одной веточке. Также есть несколько веточек, которые просто собраны без цветочков. Для формирования ствола я выбрала вот такую вот алюминиевую проволоку диаметром где-то 0,2 мм. Нам понадобится 3 заготовочки. Каждая заготовочка состоит из 5 вот таких вот проволочек, которые соединила между собой с помощью пластыря, и кончики, значит, проволоки сформировала в виде куриной как бы лапки, что ли. И значит, смотрите, чтобы проволока в пучке была разная по длине. Таких заготовок нам понадобится 3 штуки. Вот, я их буду соединять сейчас вместе. И вот эти, и на эти, значит, кончики мы будем прикреплять наши веточки. Так, возьмем одну заготовочку. Приблизительно, когда будете собирать деревце, где-то нужно будет откусить, прикусить. Веточки я буду крепить с помощью обычного лейкопластыря. Давайте приступим. Так, и вот такая веточка, значит, у нас получается. Аналогичным способом собираем еще 2 веточки. И эти 2 веточки, сейчас я вам покажу. И также эти 2 веточки соединяем лейкопластырем уже между собой. То есть смотрите так, чтобы принцип сборки такой, что на верхушке, вверху у дерева будет побольше цветочков, а к низу уже будут больше веточки, вот как вот здесь у меня преобладать. Вот, к этим 2 веткам с помощью также лейкопластыря я сейчас прикреплю оставшуюся 3-ю ветку. Вот так сформировала я деревце свое. Распушила, распределила все веточки. Все 3 заготовочки у меня ушли. У нас получилось всего 15 веточек. 15 вот этих вот ответвлений. Теперь подбираем форму для заливки. У меня вот такой вот пластиковый контейнер прямоугольной формы. И сейчас примеряем таким образом, чтобы деревце смотрелось, с какой именно стороны вы хотите его залить. Разводим гипс такой вот сметанообразной консистенции. И все это сначала, наверное, деревце мы уберем. Вот
потом туда вставим. Все, и теперь ждем, пока гипс схватится. Теперь я хочу задекорировать веточки у деревца. Декорировать я хотела по новой моей технологии, к сожалению, ничего у меня не получилось. И придется мне каждую веточку обмотать обычной флористической ленточкой. Ну, советую вам, если обматывать эти веточки при сборке, когда вы будете только формировать и прикреплять вот эти вот веточки к проволочкам, и тогда уже сразу обматывать тейп-лентой. Но так как мой эксперимент не удался, мне приходится делать это уже позже, и будет, конечно, не очень удобно. Ну, что делать? Приступим. Деревце почти готово. Все веточки обмотала я тейп-лентой и вынула деревце из формы. Сейчас я покажу, как я буду формировать ствол. Разводим гипс маленькими порциями. У меня здесь вот на 3 столовые ложки, пол столовой ложки клея ПВА и чуть-чуть водички. И получается вот такая вот густенькая масса. Вот. И постепенно сейчас аккуратненько будем наносить гипс. Сформировали ствол, и пока еще гипс сырой, прокорябываем в некоторых местах вилочкой, придаем структуру коры. Ну вот так вот пока получается. Теперь формируем площадку под деревцем. Для этого возьмите, тоже разведите такую вот жиденькую, чтобы она такая была текучая консистенция. И тихонечко сейчас будем разливать по площадочке и распределять эту смесь. И с помощью острого ножика, можно какую-нибудь железочку, шило взять, прочерчиваем аккуратненько дольки в виде шоколада. Взяла проволоку уже потолще, чем нож, и теперь делаем углубление. То есть ножом мы делали наметки, а уже дольки шоколада уже проковыриваем вот этой проволочкой. Так, ну вот так вот прокорябали, и уже взяла такую кисточку щетинистую, прям она отлично у меня подошла здесь, хорошо выметает все остатки гипса. В общем, здесь у меня не только ножик и проволока были моими помощниками для прорезания вот этих вот долек шоколадок, но и все, что попалось под руку острое. Ну так вот, когда полностью гипс просох, я взяла наждачную бумагу и все неровности зашлифовала. И сейчас мы приступим к покраске. Я буду красить ствол дерева и площадку вот такой вот краской. Здесь вот у меня в стаканчике отдельно налила клей ПВА. Вот, и коричневый колер. Пока два этих компонента будем использовать. Дальше покажу, что нужно добавить еще. И просто сейчас окрашиваем только ствол аккуратно. После окрашивания ствола
Даже если он полностью не просох, это ничего страшного. Можно не дожидаться, пока он высохнет. Берем немного водички и губку. Мокрой влажной губкой слегка убираем верхний слой краски. Теперь приступим к покраске площадки. Итак, к оставшейся краски я добавила немножечко белый. Вот такая вот у меня. Ну, в общем, любую белую акриловую краску, если есть, то добавляем сюда. И добиваемся вот такого вот шоколадного цвета, кофейного. Вот. И теперь окрашиваем площадочку аккуратненько. Когда краска полностью просохла, я покрыла, значит, площадку и ствол дерева, и в том числе каждую веточку тоже покрыла акриловым лаком. И вот так вот пока на данный момент деревце выглядит. И теперь давайте я покажу вам, как сплести украшение, бант на плитку. Для банта нам понадобится точно такой же золотистый бисер, из которого мы плели цветы для дерева, и для каемочки, окантовки бантика нам понадобится вот такой вот прозрачный, он у меня с таким перламутровым оттенком бисер. Так, также возьмите проволочку 0,4 диаметра и нанизайте, ну, 2 метра, наверное, бисера на проволочку. И теперь, не отрезая от катушки, нам нужно выделить осевую и рабочую проволоку. 20 сантиметров оставляем вот этот вот кончик от проволочки и делаем скрутку. Так, скруточку сделали, здесь большой хвостик такой, вставляйте где-то, ну, 8 сантиметров, где-то вот эта вот скрутка должна быть. И здесь приличное расстояние, где-то сантиметров также. Так, сейчас скажу. Здесь у меня 10 сантиметров где-то. Теперь это у нас осевая получилась и рабочая проволока с бисером. Теперь нам на ось нужно одеть 6 сантиметров бисера. Теперь нам нужно проплести 5 пар дуг. Я плету без добавочной оси. Если хотите, можете добавить ось, но в этом случае бант будет выглядеть грубовато. Я поэтому плету без добавочной оси, и потом мы в дальнейшем этот элемент банта прошьем. Плетем заостренный вверх, заостренный низ. Рабочую проволочку кладем по отношению к осевой, значит, под углом 45 градусов. Я плету всегда так, чтобы шов смотрел на меня. То есть рабочую проволоку кладу под ось, под осевую проволоку. Так. Равняйте, если не можно положить на стол, поравнять. Так, первая пара дуг сплетена. Нам нужно сплести еще 4 пары дуг. Так, 5 пар дуг сплетено. И теперь от катушки сантиметров, наверное, 50 я отрезаю проволочки с запасом.
эта проволочка, значит, с золотистым бисером нам уже не нужна. И на проволочку, которую мы отрезали от катушки, остаток проволочки, мы нанизываем теперь прозрачный вот этот вот бисер. И точно так же нам нужно проплести этим бисером 2 пары дуг. Так, ну вот, сплели еще 2 пары дуг. И вот этот хвостик обматываем вокруг ножки. Такой элемент получился. Ось мы не отрезаем пока. И теперь давайте я покажу вам, как прошивать, если кто не знает. Берем проволочку меньшего диаметра. Так, 0,3 у меня. И теперь складываем проволочку пополам. И вот эти кончики пропускаем с лицевой стороны на изнаночную посередине. То есть находим ось. Таким образом. Ось делим на 2 части. То есть у нас ось 6 сантиметров. Значит, где-то 3 сантиметра мы отмеряем. Так, здесь будет 3 сантиметра. И здесь эту проволочку, значит, закрепляем. Хвостики на изнаночной стороне разводим в разные стороны. Здесь с лицевой стороны проволочку не видно. И теперь один конец проволочки. Сначала покажу, как прошить одну сторону. Берем проволочку и проводим ее за первую дугу. То есть вот таким образом. Вот. На одном уровне. И затягиваем, как бы шьем, получается. Затянули, вывели в сторону. Смотрим. Ось и одна дуга соединены вместе. Точно так же мы продолжаем со всеми оставшимися дугами с этой стороны. Ну вот, смотрите, вот здесь получился шов. Последнюю дугу мы как бы прошьем 2 раза, закрепив проволочку. Вот, теперь смотрите, здесь уже все скреплено. Вот эти оси не болтаются. Точно так же мы прошиваем эту сторону. Вот такой лепесточек, значит, получился. После прошивки мы оставляем где-то 0,3 миллиметра прошивочную проволоку с обеих сторон. Отрезаем кончики и загибаем во внутреннюю сторону стороны шва аккуратненько. Так, теперь нам нужно придать данному лепестку, так скажем, форму бантика. Загибаем вовнутрь, так чтобы швы смотрели вовнутрь, и формируем
бы бант. Ось мы не отрезали, поэтому мы скрепляем эту ось и вот эту ножку скручиваем между собой. Такой элемент бантика у нас получился. Нужно сделать на бант 2 такие заготовочки. То есть вот таким образом будет у нас выглядеть бант. Также нам понадобится вот такой элемент. Плетется точно так же, как я вам сейчас ранее показала, только значит на ось у нас здесь 2 сантиметра на ось. 1 пара дуг золотистого цвета и 2 пары дуг прозрачного цвета бисера. Пока оставляем вот этот элемент в сторону. И теперь нам нужно сплести еще хвостики. Для хвостиков у бантика возьмите проволоку также 0,4 диаметра, сделайте скрутку точно так же, выделив осевую проволоку и рабочую, на которой нанизан золотистый бисер, и нанизываю на оси 2,5 сантиметра. И теперь мы проплетаем точно так же заостренный верх, заостренный низ, но еще мы будем использовать добавочные бисеринки. Таким образом. Сначала проплетаем, как обычно, 1 пару дуг. Так мы проплетаем из золотистого бисера 3 пары дуг. И вот теперь нам нужно будет на ось добавить 2 бисеринки. И точно так же проплетаем. Тем самым мы удлиняем как бы вот этот вот, еще больше заостряем кончик. Снова надеваем 2 бисеринки. Вот так проплели 3 пары дуг. И теперь мы отрезаем от рабочей проволоки такой длины, чтобы нам хватило проплести еще таких 2 пары дуг, только уже другого цвета. Так, также одеваем 2 бисеринки прозрачного цвета. И вот закончили такой вот хвостик. Таких хвостиков тоже должно быть 2. Ну вот у меня здесь этот чуть поменьше хвостик, этот чуть побольше. Здесь у меня на оси 2 сантиметра, здесь 2,5 сантиметра. Все элементы бантика готовы, но смотрите, учитывайте то, что по моей шоколадке я плела размер бантика по моей шоколадке. Вы сплетите бантик по своей шоколадке, то есть учитывая размеры. У меня размер шоколадки здесь где-то 10,5 сантиметров на 17,5. Итак, теперь попробуем с вами собрать и прикинуть, как будет выглядеть бантик. Это у нас элемент серединки. Так, ну просто сейчас все элементы скрепляем между собой. Так, и забыл, да, от хвостиков нужно отрезать ось. И загнуть ее на изнаночную сторону. И вот такой бант у меня получился. Все проволочки были здесь скручены. Я их просто
удалила кусачками. Вот. Выгинаем все элементы бантика в том направлении той формы, которая нам подходит. И примеряем. Этот бантик я хочу вот сюда приклеить. Думаю, здесь будет ему самое место. Клеить буду на обычный вот такой вот клей титан. И вот, работа почти готова. Почти. И у меня была в закромах вот такая вот пташка замечательная. Когда-то купленная очень-очень давно. Не знаю зачем, но надо. Меня многие поймут. И она очень, кстати, прям по цвету подошла к деревцу моему. И я вот ее планирую посадить вот на отдельную веточку, где нет цветочков. И вот теперь работа полностью готова. Хочу учесть некоторые нюансы в моей работе еще. Если будете плести, то все-таки делайте побольше цветочков. У меня цветочков здесь мало, и если было бы цветов побольше, цветочков, то, мне кажется, деревце намного изящнее бы и красивее бы смотрелось. Если вам понравилась моя работа, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вас еще ждет очень много интересных работ. Всем удачи, творческих успехов. Пока-пока.